этом уроке мы разработаем шаблон, который позволит реализовать такой визуальный эффект. Как следует из примера, для композиционного решения задачи следует разместить фигуру с пользовательской фотографией по центру шаблона так, чтобы она занимала большую его часть. Стоит иметь в виду, что изначально фигуры на фотографиях пользователей могут быть любого размера, как большие, так и маленькие. Также они могут быть размещены в разных частях исходной фотографии. Возвращаясь к теории, вспомним, что области вписывания типа фигуры работают с фотографиями по-разному. Если взять область вписывания FSQ и FSQR, то применительно к показанным фотографиям для горизонтальной ориентации мы получим области вписывания следующего вида. Как видно в случае с областью вписывания по типу FSQ, пользовательская фигура выделена с фотографией без кадрирования по границам самой фигуры. Это делает непредсказуемым позиционирование и масштабирование пользовательских фигур в шаблоне. Поэтому если в шаблоне необходимо контролировать положение и размер пользовательской фигуры, расположив ее в заданном месте, то область вписывания типа FSQ не подходит для данной задачи. Напротив, используя область вписывания подтипа FSQR с кадрированием по границам фигуры, можно получить куда более подходящий результат. Создадим шаблон, взяв за основу область вписывания подтипа FSQR с кадрированием. Все необходимые файлы для урока вы можете скачать прямо под этим видео на сайте конструктора шаблонов. В конструкторе шаблонов в меню «Файл» выберем пункт «Создать проект». В открывшемся окне выберем тип проекта «Фигура», универсальную ориентацию и сохраним проект. Конструктор шаблонов создаст PSD-документ с надлежащей структурой. Для нашего шаблона необходима только область вписывания подтипа FSQR, поэтому удалим области вписывания FSQ и SQ. В списке слоев выберем смарт-объект области вписывания и воспользуемся для него режимом свободного трансформирования. Увеличим смарт-объект области вписывания так, чтобы он занимал большую часть холста PSD-документа. И расположим его посередине, чтобы нижняя грань касалась нижней границы холста. В подгруппу с графическим слоем поместим заранее подготовленное изображение. Расположим его так, чтобы в шаблон главным образом попала его правая часть с цветами и ветками. Выберем для подгруппы с графическим слоем блендинг экран и установим непрозрачность в 75%. Пустые группы графических слоев удалим. Перейдем в конструктор шаблонов и перечитаем PSD документ. Обратимся к области вписывания и перейдем в фильтры. Добавим фильтр обесцвечивания и сохраним изменения. Добавим в наш тестовый набор дополнительные фотографии, обработка которых наиболее наглядно проиллюстрирует работу шаблона. Так как фотографии не входят в список специально отобранных для конструктора шаблонов фотографий, выключим локальную обработку. Если вы не знаете о том, как работает локальная обработка и зачем она нужна, прочитайте об этом по ссылке под этим видео на сайте конструктора шаблонов. Обработаем выборочно тестовые фотографии. Результат должен выглядеть следующим образом. Рассмотрим второй и третий результат более подробно. Несмотря на то, что фигура мальчика на оригинальной фотографии была расположена с правого края, в получившемся шаблоне она расположена по центру. На третьем результате видно, что фигура расположена довольно далеко от нижней части холста шаблона. Дело в том, что для области вписывания подтипа FSQR по умолчанию используется режим вписывания по большей стороне. Для данного случая ширина фигуры превышает ее высоту, поэтому она была вписана по своей большей стороне, по ширине, а сверху и снизу были добавлены прозрачные поля. Для некоторых фотографий это вполне допустимый результат обработки. Не стоит переживать по этому поводу. Резюмируя полученные результаты обработки, нам удалось реализовать поставленную творческую задачу. Мы желаем вам творческих успехов и спасибо за внимание.